В этом эпизоде последние дни в Риге, время, когда все складывается воедино. От экскурсии по церкви с профессиональной студией, специальные стулья по звуку брали, до нового девайса в руках, от пения хора под высокими сводами до теплых разговоров за чашечкой кофе. Когда работа приносит столько радости, усталость реально превращается в счастье. А впереди спешка на самолет и долгожданное возвращение домой. Туда, где ждут самые важные зрители этого путешествия. Добро пожаловать в финальный эпизод моего балтийского приключения. Запасайтесь чем-нибудь вкусненьким и погнали смотреть. Так, друзья, новое утро, новый день. Я спешу на завтрак, осталось 10 минут завтрака. Я хорошо поспал. Сегодня четверг. Приезжает Паша. Ну, и завтра у нас день выступления. Завтра утром приезжают пацаны. День обещает быть интересным. Все покажу, все расскажу. Завтрак сегодня необычный. Не хочется брать кучу всякой всячины. Просто какая-то гранола, сыр, ананас и кофе. Приятного аппетита! Вернулся я в номер. План таков, что у меня есть где-то часа полтора свободных. Я позанимаюсь, наверное, на басу чуть-чуть. Может, еще сделаю пару плейбеков. И буду опять выезжать в сторону церкви. Там вчера удалось пообщаться с ребятами. Обещали мне экскурсию провести, у них там студия в церкви есть. Ну, прям интересно. Я занимаюсь на гитаре. Вижу звонок. Видеозвонок от своего друга Кости из Швеции. Привет, Костя, если ты смотришь этот влог. Классно пообщались, больше часа беседа. Такая. Мы давно с ним знакомы, поддерживаем связь периодически. Вот в этот раз я думал даже сорваться на пароме, скататься туда, в Швецию к нему, но по срокам прям впритык все было, не хотел рисковать. Вот, сейчас я прям быстренько собираюсь и буду выезжать уже. В этот раз на такси, не хочу идти пешком так далеко. Жду такси. Сзади классный фонтан. Такси будет минут через 15, наверное. Хотя сейчас только 12:45 дня. Уже такой трафик прям жесткий. и на весь экран одна фотка. Я тоже не помню. Объединённый. Может, отключено, да, сейчас? Здесь у ребят крутая ТВ-студия для прямых эфиров. Все на таком крутом уровне. И это еще не Blackmagic камеры. 6К, которые? А я вот не знаю, не скажу, потому что это скажет только тот, кто с ними работает. Я вот по звуку могу рассказать. Ребят, напишите в комментариях, что это за камеры. Не, класс. На 4К есть, значит. Нет, тут цифра 2, где это 2К, а где вот тут 3К камера. А там 1К. А там 1К, да. Это вот. Мы разгадали тайну Вместе лаков. получается 6К, да. Кстати, все выходит. Да. Как в воду глядел. Вот. АКГ ламповый микрофончик. Ага. Простенько, но классно. Для вокала. Моя любимая комната, вот это вот, барабаны топ писать. Вот здесь звук барабанов просто обожаю. Вот именно в этой комнатке.
Угу. Послушать бы. Да. Я не барабанщик, поэтому... Ну, Делал как-то- запись и очень-очень круто. Вот. А здесь обалденно. Здесь я кайфую. Да, это- Адамы колоночки, JBL колоночки. Конечно, хочу еще Genelec и маленькие эти есть. И Yamaha NS10 стандартные взять. Вот это было бы вообще топ. Но работать кайф, одно наслаждение здесь. Сейчас я ламповый предостеритель включу. Могу тебе включить что-то. Да, я с удовольствием. Давай вот последнего проектика я тебе поставлю. Давай. Сейчас она все. Специальные стулья по звуку брали. 2 пульта работал. Как раз у меня на Фохе было DM7, это бенд там был. CL5, весь оркестр. Угу. Здесь я сделал виртуальный саундчек. Всего оркестра. Туда пришел, флешечку кинул. И 10-15 минут весь саундчек всего оркестра. Класс. И все готово было. Вот. С бендом также, но бенд я взял, записал, пока они в четверг репетировали. И в пятницу, допустим, с утра пришел, включил запись, и также в зале все отстроил, и все, и кайфовал. Класс. Сейчас. Виртуальный саундчек я еще не сталкивался. У нас даже в Латвии мало кто делает. У меня выбора нету, мне приходится. У нас, когда, если бы мне давали, там сказали, вот, четверг твой, весь день делай саундчеки. А у нас так, пришли, готово. Все, делай, что хочешь, как бы. Это я уже оставил. Оно еще работает. Время от времени, как моцик вот прогревает, так вот я пульты включаю. А вот реков, которые были у нас раньше обработки, там все эти эффектики. Рядом с Эквалайз, да, чтоб он. И с этой стороны тоже вот. Компрессора наши знаменитые. Эти эффектики, кстати, до сих пор люблю очень. М2000-е, эти прям кайф. Остальное чисто для работы, что разложили, инструментики где-то. Вот тут, кстати, тоже все плавало. Ну, весь подвал. Это вот я этот пол 6 раз вот такой щеточкой натирал, чтобы хоть как-то отмыть. Все. Тут мультикор наш, который был до 70 метров, 64 канала скручен. Мы все думаем, что с ним сделать, куда-то отдать или продать, пока еще не решили. Перевести в Данте. Здесь я вот... Перевести в Данте его. Да, в Данте перевести. Здесь я хочу обустроить, и вот в новом году начну уже мультикорчики для сцены. Такая же штука у меня есть. Офигенная, да? Проверять проводочки все. Но у меня максимально все вниз унес, но и здесь, чтобы тоже было что-то, чтобы быстренько делать. Здесь тоже вот все сами... самое достижение большое в новом году у нас было, это отдельно звуковой щиток. Это чисто по звуку. Все усилочки, все идет сюда. Когда я арендую, допустим, Т10, тоже тут становятся все Yamaha, тут стейджбокс большой ямаховский. Все сюда завожу, и здесь вот выходим на сцену. Самое, это вот басовый комбик. Работал я на одном мероприятии, нечаянно сфоткался с комбиком, и мне Оскар такой: о, это моя мечта. Ну и вот, и мы, с Петей втихаря говорим: давай. И, сделали ему подарочек. У нас видос даже есть, где все завязано в коробочке. Он там не понимал до последнего, что он развязывает, и потом, когда увидел, просто такой: вау. Дай бог всем таких друзей. И да, и вот как командочка появилась, сразу мы микрофончик поставили, потому что всегда хотел, и барабаны, естественно. Все, по сути, 98-е беты, да, они разновидности разные просто, да, есть тут, допустим, преамп с той стороны, а тут преампы в микрофончике. Суть одна и та же. Вот, и все, и так легко стало. У нас были бета 56-е, они хорошие, но стойки эти микрофонные, все надоело уже. Вот, и я дико доволен. Я услышал вас. Я прям... У нас стандарт все на Зенхайзерах, 630 или какие они там. Но мне нравится вот это, я прям...
Давай я включу, послушаешь, потестишь. Поиграешь? Итак, я уже в номере. Только хотел сесть и поделиться с вами вообще своим путешествием, не знаю. Ну, позвонил Паша, он приехал в Варшаву, из Варшавы в Ригу сюда. Он куда-то ходил покушать и прислал мне классное место, где можно выпить кофе. А кофе я как раз хотел. Поэтому быстренько собираюсь и бегу сейчас к нему туда. Это непонятное название. Звайбзне. Какая-то кофейня. Я не понимаю, что это такое. Hello. Короче, мы засели в кофейне, заказали себе кофе, десертов. Здесь очень уютненько. Но кофейня работает до 7, ты знал? Да. И Паша хвастается своей новой камерой. Смотри, как следит изображение. Подожди, да. Хочешь, кто-то за тобой следит тебя? Все, я в отеле. Паша пошел к себе в номер. Сейчас ко мне в гости зайдет и принесет кое-что очень интересное. Об этом я вам еще не рассказывал. Итак, друзья, Паша принес мне в номер заветную штуковину. Не буду долго таить. Ребят. Вот она. Начав делать контент на YouTube более регулярно, я понял, что я потихонечку упираюсь в возможности, которые мне дает моя камера. И поэтому для теста я приобрел вот такую вот штуковину. Это Osmo Pocket 3. Камера с чуть большим сенсором, чем в моей Osmo Action 4. Хочу ее плотненько потестировать. Приобретал ее с рук, то есть это не новый девайс. Приобретал ее с желанием дальше перепродать. Но появилось желание хорошенечко ее потестить, посмотреть. Может быть, она приживется у меня в моем процессе видеопроизводства. Поэтому есть желание выбраться, прогуляться, подснять вечернюю Ригу, красивые кадры сделать. И уже вы мне скажите, как вам картинка, что вы думаете по этому поводу. Запись пошла. Osmo Pocket 3, Osmo Action 4. Звук с Osmo Pocket 3. Звук с Osmo Action 4. Я прям на превьюшках вижу, что картинка с Osmo Pocket светлее и с глубиной, но при этом не такая широкая. Естественно. Хотя они примерно на одинаковом состоянии от меня. Что, друзья, попробую выбраться в город на рождественскую ярмарку, может, что-то подсниму. Для тех, кто не сильно в курсе, насколько эта камера реально маленькая, учитывая мои большие руки, она прям, полностью... Мне даже не очень удобно ее держать, потому что она прям очень маленькая, это она в чехле. Надо расти качественно, и надеюсь, в этом году мы сделаем цель 100 подписчиков, чтобы в следующем году сделать 100 тысяч. Как вам такие амбициозные цели, ребят? Да, друзья, я уже на улице. Маленькая прогулочка для того, чтобы снять каких-нибудь красивых кадров и поделиться ими с вами. Ну и заодно потестить новую камеру, мне прям очень интересно. Сегодня прям такой последний вечер в Риге, где можно прям свободно прогуляться. Завтрашний вечер уже будет занят другими делами. Почему бы не провести его с пользой для блога и для себя? Потому что я кайфую, ребят, я кайфую снимать. Мне очень нравится.
вам кадры с этой камеры. Лично я пока еще разбираюсь с правильными настройками для нее. Но пока что мне кажется, что в темное время суток она выводит гораздо поинтереснее. Еще скажите, пожалуйста, как вам звук? Это музыка, шум улицы. Я уже двигаюсь в сторону отеля. Нанюхался рождественской этой ярмарки, аппетит разыгрался. В отеле у меня там есть что перекусить, но есть мысли зайти что-нибудь зацепить горячего сейчас кушать. Друзья, ну раз уж я взялся тестировать это все дело хорошенечко, вот вам как выглядит это все дело с двух камер. Osmo Action, Osmo Pocket, звук с Osmo Action, звук с Osmo Pocket. Ну так, по превьюхе, что я вижу. Osmo Pocket чуть-чуть поярче. Вопрос, как это все дело шумит. Посмотрим на посте. Забежал я все-таки вок-то-вок. Аппетит мой привел меня сюда, короче. Всегда нравится их вариант открытой кухни. Сейчас отведаем вкуснейшего вока. Пока одна камера снимает таймлапс, я могу записать распаковочку на вторую камеру. Как вам такое, а? Вок, родненький. Приятного аппетита. Ну что, друзья, вот и вернулся я в номер. Запарился, пока шел. На улице потеплело. Буду отдыхать. Завтра большой день. День выступления. К сожалению, не смогу вам показать его, еще раз говорю. Ну и до встречи в завтрашнем дне. Здорово. Нормально эти условия. Доброе утро, друзья. Начался следующий день. Мы с пацанами уже на завтраке. Приехала основная часть нашей команды. Рассказывают тут интересные истории. Сейчас будем слушать. Дальше выберемся с Пашей попить кофе в еще одно классное место. Друзья, добрались мы до кофейни Rocket Bean. Я ходил мимо нее несколько раз, смотрел. И оказалось очень даже приятно. У них своя обжарка. Спешлти ребятки. Я взял попробовать сорт Перу. Чувствую себя, не знаю, дилетантом в этом деле. Ну, короче, вкусненько. Привет! У тебя новая раскраска? В общем, друзья, мы отбываем на выступление. К сожалению, я не могу показать его вам. Поэтому до встречи поздно вечером, когда я уже вернусь в номер. Буду скучать по вам. Почекались. И у нас есть много свободного времени. Мы решили выбраться на прогулку и перекусить. В этом месте я был вчера и решил посоветовать парням прийти покушать сюда сегодня. И мы опять здесь. Walk-to-walk.
Пока все занимаются съемкой, я тоже займусь съемкой. Мы поднялись куда-то очень высоко. Позже я скажу, что это за локация. Пока держите виды. Пригнал я ненадолго в номер. До выступления у нас чуть меньше, чем 2 часа. Чуть выдохнуть, набраться сил и сделать это выступление уже наконец. Вот. Классно прогулялись с парнями по Риге. Эрик передал мне гитару, которую я выкупил из Германии. Она поедет со мной в Беларусь. Достал гитарку потестить чуть-чуть. Нравится мне, как она звучит, конечно. Час ночи на часах. Я вернулся домой. Ну как домой? В номер. Мы отлично отыграли все. Все классно прошло. Вот. Сейчас у меня в планах собрать, подготовить все вещи, чтобы завтра на это не тратить свое время. Завтра мы с пацанами договорились с утра сходить покушать быстренько и прогуляться по торговым центрам, чтобы набрать всяких штук приятных домой. И со спокойной душой уже лететь по домам. Самолет на завтра в районе 3 часов дня, поэтому время немножко будет еще с утра. Уставший, очень довольный, как всегда. Чем больше играю, тем больше хочется играть. Очень-очень-очень люблю то, чем я занимаюсь. Парни, если смотрите этот видос, спасибо, вы самые лучшие. Обожаю играть вместе с вами. Лучшая команда на земле. Просто. Все, я собирать вещи и спать. Доброй ночи, до утра. Видео... Все, короче, вырубаю. Good morning, друзья. Новое утро, последний день в Риге. Выезжаем сегодня домой. Сейчас я быстренько бегу что-нибудь перекусить на завтраке за пару минут. И мы пойдем с парнями на закупку. Вроде такая маленькая камера, они смогли сюда столько всего запихнуть. Просто капец, как она снимает. Я с тобой сама типа следит. Добрались мы до одного большого торгового центра. Акрополь с большой елкой, с большим креслом. Ух ты. Вот сейчас. Да, закупаемся подарочками и в отель. Все по стандарту, всяческие сладости, вкусности, приятности. Не несущие никакой супер пользы, но дарящие приятные эмоции. Что еще нужно, когда везешь? Когда едешь домой. Пацаны еще ходят по всяким покупочкам, закупочкам. А у меня заслуженный обед. Не изменяю маку. Люблю только делать. Приехали в отель. У нас 10 минут до выезда из отеля. Я захожу, а у меня карточка моя не работает, не открывается дверь. Походу меня выселили уже или что? Я говорю, решать сейчас капец, время, чтобы успеть собраться. Что со светом? Итак, настало время покупочки распихать в оставшееся место. У меня есть на это 6 минут. Чекин аэропорт.
Зачекали наш багаж. Все шикарно вошло. Переживали, что не войдет, но приятно организаторы нам взяли правильные билеты. Теперь security чек. Очереди огромные какие-то, блин, капец. И летим в Вильнюс. Аэропорт Рижский. Двигаемся в сторону Вильнюса. Последние минуты ожидания. Мысли о том, что скоро будем дома, очень сильно согревают. Try my best to find you in the morning and the night. I know there's so much love, it's blinding, but still I never get it right. When I'm lost within the fire, will I find you in the flame with you? Знаете, в этой поездке я понял одну важную вещь. Работа может быть приключением, если с тобой рядом правильные люди, и если находить возможность просто остановиться и насладиться моментом. Спасибо каждому из вас, кто прошел со мной этот путь, кто оставлял комментарии и делился впечатлениями. Очень ценю это. Если вам нравится то, что я делаю, в описании к этому видео вы можете найти все возможные способы поддержать этот канал. И если вам понравилось наше путешествие, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Впереди еще очень много таких, и даже лучше. До скорых встреч. С вами был Том Реба. Пока-пока.